Всем привет! С вами Аристократ и Ларри. А вы только что посмотрели распаковку крутейших Шишимару и Кенга. Шишимару и Кенга. Если понравилось, ставь лайк, а мы переходим к оценке. Ну, расскажи мне историю. Отличная фигурка. А историю вам расскажет Ларри. Короче, это, по-моему, уже, сейчас скажу, первая, вторая, третья. Это четвертый сет фигурок компании Art2. R2. Нет. AR2. R2, да, AR2. Короче, логотип мы поставим. Мы вообще не знаем, как это произносится. Так, это четвертый сет. По идее, должен первоначально была выйти фигурка кота-ниндзя, тоже из этой же серии, но, короче, он задерживается, поэтому будет после. Вот. Вот так вот. Да. Кто такой Кенга? Вот этот персонаж. Он сын, наверное... Владелец клана, как называется? Сын владельца клана. Сын главы клана псов. Ину. Ну да, там серия, если вы помните наш предыдущий обзор, есть мир 2. Два даже. Да, были самураи-обезьяны, эти охранники были, и, соответственно, был как раз глава клана тоже псов, по-моему. С собачкой. Да, вот. Соответственно, он тоже, соответственно, относится к клану псов. Ину. Да, Ину. Но его отец, он дружил с кинсеем клана Сару. Кинсей — это крутейший мечник. Возможно, кстати, у нас тоже будет его обзор. Это, насколько я помню, это как раз вот тот, кто стережет врата, нет? С маской обезьяны. Возможно, но я точно не знаю. Я знаю, что Кинсей — это самый крутой мечник клана Сару. Угу. И они как бы друзьями, вот его отец и вот этот вот Кинсей, они друзья. И когда начались все эти военные распри, Кинсей пообещал его отцу защитить как бы, близких людей, вот этих друзей его. Но спасти смог только Кенга. И, так как Кенга из другого клана, Кинсей скрывал, что он из другого клана, и вырастил его как своего ученика. Льва тоже. Льва тоже. Да? Да. Серьезно, льва тоже, да. Хорошо. То есть, как бы они с львом вместе с детства. Да, он приютил, да, они с детства. Вот, у льва есть особенность, его зовут Шишимару. Не путайте. А это демонический лев или это реальный лев? Обычный лев. Мне кажется, обычный лев. По крайней мере, никакой другой информации я про него не знаю. Я знаю только про то, что вот этот меч у него костяной. Вот здесь, который висит. Да. Это меч... Господи, дай бог в памяти, не кидайтесь тапками, если я неправильно его произнесу. Аникири, как-то так он называется. Как анигири. Почти, только несъедобный. Вот, это вот его меч, он его может нести. Он его может выхватывать, да, соответственно, и в пасть вставляться. Но вы все это видели уже на обзоре, мы показывали. Драться ему может, да. Да. То есть он как его напарник, друг, товарищ и, видимо, ездовое животное. Да, и впоследствии в какой-то момент Кенга узнает, что он вообще из другого клана, тупо найдя маску своего отца, которая пришла ему по наследству. Вот, поэтому получается, что данный персонаж, он единственный, у кого две маски. Маска Ину и маска Сару. Но в наборе только одна маска. Да, в наборе только одна, обезьяньей маски нет почему-то. Непонятно почему, кстати. Причем у нас делюкс-версия. И там была вот эта фигурка замечательная. Потеряли масочку! Да. Демоны. Вот. Может на нем сидеть, да. Прикольно. Это попона же. Ну, это седло. Ну да. А седло и попона это нет. Ну, это, честно говоря, не знаю. Это какая-то кожаная броня, седло и по идее, как бы какая-то, да, сидушка есть. Но... Фигурка, конечно, громадная. Давай перейдем потихонечку там к плюсам. Мне кажется, плюсы очевидны, они очень крутые, очень детализированные. Сам сет стоил практически $500, вот этот сет. Это минус. Как минус? На самом деле, правда, большая фигурка. Вот. Но у других подобных компаний, в принципе, были сеты за $350 подобного плана. Например, не помню, как компания называлась, там была девочка и олень, например, такой огромный олень белый. Вот, очень классный. Все-таки минус. Да. А учитывая наш курс нынешний, так это минус. Это тот, скажем так, маленький червячок, который будет вас грызть.
Когда вы будете Но у заказывать ребят их? хорошо работает поддержка, поэтому... Ну, скидки они вам не сделают. Ну, они вам могут написать любую другую цену. А, ну это да, ну чтобы не попасть на Да, пошлину на нашу, пошлину. да, это действительно так. Это хорошо, но все равно вот это тот самый червяк, вот мы вас предупреждаем, да, что оно стоит $500, и вы вот как бы сидите и взвешиваете, да, вот сейчас. И, кстати, если вы заказывали на сайте производителя, я заказывал именно там, то доставка входила уже в стоимость. А, то есть это 500 с доставкой. Да. Ну тогда это Да. еще Ну, может то есть быть как не бы у так других, страшно. у Big Bad Toy Store, она сейчас тоже есть в наличии, кстати, до сих пор есть в наличии, где вы можете его купить, и у них доставка будет стоить, ну вот по моим оценкам, $80, наверное. То есть вы учтите, что это 498 сама фигурка у них стоит, плюс $80 доставка, я думаю, потому что там 2 коробки, и одна достаточно объемная, то есть вам это упакуют все, скорее всего, в одну посылку, и это будет, условно, там в районе 5 килограмм, ну и... Вот, то есть купить ее сейчас можно, но дороже. Но и, кстати, они вам выставят полную сумму, поэтому учтите, что это еще будет с $300 еще 15%. Налог, да. Вот. Поэтому цена такой. Ну, такое, ну, да, нет, его цена для тебя, наверное, была плюсом. Но смотрите. Если сейчас ты будешь это покупать у тех же Big Bad'ов, это, конечно, будет, ну, такое, надо И подумать. еще надо учесть, что, например, Big Bad'ов он есть, а в Китае он уже закончился. И в Китае, например, он стоит в районе 50 тысяч уже. Так что... В общем, решайте, да, это как бы... Мы вам... То есть уже стоит. То есть он вот недавно был совсем релиз, это свежий релиз. Но Мы при этом... вам, рассказываем как бы про то, с чем вы можете, с каким негативными моментами вы можете столкнуться при приобретении, видите, даже еще до приобретения этой фигурки. Масштаб. Ну, на самом деле 1.6, и Нет, в принципе, если вы поставите его... Объем, я имею в виду. Ну, объем... Ну, на полку 1.6 он у вас влезет, если вы, в принципе, закладывали, потому что, ну, по-хорошему, в холке он ниже, чем фигурка 1.6. Ну, да, на самом деле Сам не лев тяжелый, внутри пустой. легкий. Вот, поэтому он, сама, скажем так, фигурка льва, она такая, она, во-первых, сделана из пластика такого дутого, и он такой, как бы, да, как детская игрушка, короче, он легкий. Да. Так что какой-нибудь детольф, конечно, выдержит. То есть в детольф-то она влезет. Да и в детольф влезет, и на полку влезет, даже если у вас такая полка стоячая, он не тяжелый. Это правда, конструкция, она, ну, Мгм. совсем не тяжелая. Ну, в остальном круто, мне лев очень нравится. Фиолетовенький, как я люблю. Ну и сам самурай очень прикольный. Вообще, в принципе, фигурки этой серии, они очень самобытные, очень классный мир. Вот, они выпускают, продолжают. Они забили на другую свою серию фигурок. У них была еще серия фигурок такая сайфайная, Мгм. типа как киберпанк. Вот. Но на нее они забили. Вот выпускают уже, ну, в этой серии уже практически, не знаю, 5 фигурок вышло. Вот. И при этом все они очень классные. Вот. Они очень Полигональные самобытные, телоиды. да. Вот У них эти свои такие. телоиды полигональные, да. И у каждой фигурки свой телоид. Не, ну, скажем так, это телоид именно, ну, как бы компании. Не просто телоид, купленный там на стороне. Они сами отливают его. Да, не отливают их сами. Телоиды не расшатанные, очень хорошо держатся. В принципе, вы можете придавать фигуркам разные позы боевые, вставить их, у себя на полке выставлять. Они достаточно устойчивые. Да, поэтому, в принципе, скажем так, по качеству к этой компании претензий нет. Скажем так, это вот кожзамные элементы, не знаю, как в отличие от Hot Toys, ну, скажем так, у меня не было, наверное, долго не стояли. Но, как показывает практика, даже тот же Hot Toys, если не ставить на свет и не подвергать его, условно, вот воздействию солнечного света и тепла, да, который вот там люди ставят на открытые полки, да, и он начинает у них там, через год разваливаться, все это начинает. Мгм. То, в принципе, как показывает практика, это все живет достаточно долго в закрытых полках с темными стеклами. Да. Так что, если бережно относиться, то фигурка у вас проживет много лет и будет вас только радовать. Прекрасно. То есть я думаю, что здесь однозначно супер-пупер. Да. Супер-пупер. Вы поняли, да? Ну, ладно, окей, по деньгам там, если вы собираете подобные фигурки 1/6, то вы за Hot Toys Да, на самом можете деле, отдать примерно скажем так, столько же. Эта фигурка является не, скажем так, не серийным продуктом. Она понимает, что все-таки это, наверное, относится к классу дизайнерских фигурок. Как винил, как такие вот более премиальные фигурки, более дорогие. Поэтому для этой фигурки, скорее всего, цена ее оправдана. Потому что цена данного комплекта, ну вот, 100% вероятность, что он будет только расти. То есть, если вы ее, например, покупаете с каким-то зазором именно коллекционирования и дальнейшей когда-нибудь перепродажи, то эта фигурка вот однозначно, это вот этот продукт.
Слушай, ну на самом деле ты Ну, зря хотя даже говоришь, тойсы растут, на самом деле, в цене. ты говоришь зря про там как коллекционирование. На самом деле оно очень круто впишется в какой-нибудь, знаете, интерьер, Да. вот минималистичный, вот этот в японском стиле. Красивый большой стол по центру стоит низкий, и вот эту фигурку по центру поставил, все, она стоит как статуя. Знаете, вот кто-то вазы выставляет по углам на Да, пьедесталах. вот есть такие вот авторские японские куклы, которые раньше вставлялись в кимоно, вот Конечно. такие вот, как И бы. это вот, мне очень кажется, крутой- серия, да, она такая очень этническая. Потому Как- что она не классические костюмы китайские Да, или японские, да. но при этом они такие очень восточные. То есть это вот как какое-то реально вот пришли там, да, друзья и такие: «О, офигеть, какая классная штука. И ты такой: главное, не трогайте. Это ваза, А то Шишимару вас съест. Шишимар вас, шишки-баб вас съест. Это ваза династии Минь. Не трогайте. Поэтому да, все, медалька супер-пупер. Надеемся, что вам понравился шиш-кебаб и Кенга. Знаешь, я знаю, кто... Санигири. Это санигири. Кенга, нет, это шиш-кебаб санигири, а Кенга это сын этой Кенгеру из Винни-Пуха. Да. Вот, Малыш вот Ру. Ларри все и выяснила. Вот, ближайший, я надеюсь, месяц мы вас еще порадуем обзором кота из этой же серии. Ну, Ближе, может быть, до лета. да, точно. до лета, вот. Да. И, возможно, сделаем обзор наконец-то первой фигурки, она до сих пор лежит в коробке. Это учитель, соответственно, собственно говоря, который охраняет врата обезьян. Вот, главный самурай обезьян. Да. Поэтому, если вам понравилось, ставьте лайк. Да. Нам будет очень приятно. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Да. Пишите в комментариях, кстати, как вам фигурка. Давайте общаться в комментариях. Чем больше комментариев, тем больше лайков, тем лучше к нам относится YouTube. Он нас любит и начинает всем показывать. Да. Заходите к нам в соцсети. Там мы пишем про будущие релизы, про будущие обзоры, выкладываем интересные фоточки. И вообще там тоже интересно. Да, заходите. Ну что, на сегодня все? Да, пока. Пока.